Представьте себе, что вы просыпаетесь рано утром от удушливого запаха гари. Вы выглядываете в окно, и прямо перед своими окнами вы видите горящую мусорку. Да еще и ко всему вы живете в неблагоприятном районе. Тут грабежи и разбойники. В вашем доме нету газа, электричества и воды. Согласились бы вы жить в таком районе? Я думаю, что нет. Это самый привилегированный район Иерусалима. Вы уже догадались, о чем идет речь? Все верно. Район Моше Ямин. Нет, Ямин Моше. Все наоборот. Ямин Моше или район Монтефьоре. Меня зовут Денис Левин, и вы на моем канале Levin the Dream. Добро пожаловать на мой новый выпуск про Иерусалим. Поехали! Всем доброе утро. Конечно, я немного утрировал. Все было немножко иначе. Но действительно, рядом с этим районом внизу есть долина, которая называется Гейхином. И еще, наверняка вы слышали другое ее название – Гиена Огненная. В этой долине была свалка мусора. Она находилась за пределами старого города. Ну и что же с этим мусором делать? Ну, решили его сжигать. И иногда мусор горел несколько недель подряд. Он дымился, и этот запах доносился, как вы понимаете, по всем районам вокруг. В общем, мало приятного, согласитесь. Вы не поверите, но окончательно мусор отсюда вывезли лишь 10 лет назад. Сотни, а то и тысячи грузовиков отходов. Я не шучу, можете загуглить. Прежде чем мы пойдем дальше, я очень прошу вас поставить лайк под этим видео. Скажу честно, я хочу раскрутить канал, чтобы зарабатывать на рекламе. Да-да, приходится просить вас ставить лайки. Все потому, что если я об этом не прошу, то у роликов меньше лайков. Ну как так? А мне нужно, чтобы мои ролики залетали. Поэтому сразу быстренько ставим лайки и смотрим дальше. Для меня Иерусалим — это особенный город, и меня всегда сюда манит. Можно сказать, как магнит притягивает. Очень интересный, очень загадочный, с огромной историей. Я думаю, вы сами все знаете без меня, какие события тут происходили. И поэтому сегодня для меня особенный день. Наконец-то этот день настал. Я выбрался на экскурсию в Иерусалим. Вы посмотрите, как повезло с погодой, как повезло с небом. Весь месяц стояла дикая жара, и небо было идеально голубым. С одной стороны, это красиво, но для съемок, сами понимаете, не очень. Так что сегодня у меня двойная удача. Мы заходим в старый город через Явские ворота. Кстати, в нашей группе оказалась популярная арабистка Дина Леснянская. Это было не просто так. Но не буду забегать вперед, все по порядку. Мы проходим вглубь, чтобы забраться на крышу Иерусалима. Старый город можно сравнить со слоеным пирогом. Именно так он строился веками, слой за слоем. И на каждом слое кипит своя жизнь. Самое активное, туристическое, происходит внизу. В это время многие лавки уже были закрыты. Параллельно наш экскурсовод Макс Этиксон, кстати, это одна из его авторских экскурсий, рассказывал очень много интересного. Например, что иврит возродил Элиэзер бен Иуда, который свободно говорил на русском языке. Представляете? Он запрещал своему сыну разговаривать на другом языке, кроме иврита. И снова про иврит. Если вы не смотрели мой ролик про самую главную проблему всех репатриантов, обязательно посмотрите. Вот ссылка на него в правом верхнем углу. Идем дальше. Мы поднимаемся по узкой лестнице несколько пролетов вверх и выходим на крышу, с которой открывается совсем другой вид на старый город. На этот раз мы оказались совсем близко к Храмовой горе. Я поворачиваю голову и вижу прямо перед собой мечеть, купол скалы. Это самый узнаваемый символ Иерусалима. Она есть буквально на всех изображениях этого города.
Вернемся сюда немного позже. Это вход в дом. Кто-то там живет. Вот в такой красоте. Вокруг. Я уверен, что этот дом один из самых известных в этом районе. А все почему? Да потому что очень красивые цветы растут на фасаде этого дома. И люди приезжают со всех уголков Израиля для того, чтобы посниматься в Love Story. Перед свадьбой куда еще нужно отправиться? Конечно же, в этот район. Население старого города в какой-то момент становится слишком большим, и людям не хватает места для комфортной жизни. 200 лет назад в Иерусалим приезжает известный меценат по фамилии Монтефьоре. И он ужаснулся от того, в каком состоянии живут евреи в Иерусалиме. Антисанитария, болезни, отсутствие каких-то удобств. И он решил, что нужно построить новый район за пределами старого города. Для этого он выбрал место, купил небольшой клочок земли, построил там 2 дома и рядом построил мельницу ветряную для того, чтобы делать муку. Но с мельницей как-то не зашло. Дело даже не в самой мельнице, а в том, что никто не хотел сюда переезжать из-за крепких стен старого города. Смотрите, как кошка там сидит. Видите? Там на окне. Привет. Как я уже сказал, за пределами старого города было жить опасно. Действительно, были разбойники, которые могли что-нибудь своровать, могли ограбить. Да, к тому же и не было каких-то удобств. Интересно, что Монтефьоре даже предлагал деньги первым семьям, которые поселятся в этом прекрасном районе. И действительно появились спустя какое-то время жители в этом районе. Но на ночь они все равно уходили за стены старого города, потому что там было безопасней. Все изменилось, когда в Иерусалиме произошла чума. И вот в этот момент оказалось, что те жители, которые находились в районе Монтефьоре, они не заболели, либо перенесли гораздо легче. Стоп, никакая это не чума. Это была сильная эпидемия холеры в 1865 году. Холера передается через зараженную воду и грязные руки, поэтому тщательно мойте руки с мылом. А теперь про саму мельницу. Она была построена по самым современным технологиям, но буквально спустя 18 лет рядом была построена другая мельница, уже паровая, и ей не требовался ветер для того, чтобы молоть муку. Это сыграло значительную роль, и поэтому мельницу, которую построил Монтефьоре, не использовали. Она так и осталась символом этого района. Внутри мельницы сегодня работает винный бар. Про вино ничего сказать не могу, не разбираюсь. Поэтому вернемся к Иерусалиму. Чтобы лучше понять, как все выглядело 2000 лет назад, давайте отправимся в музей Израиля и посмотрим на старый город в миниатюре. Видите? Это первый храм, окруженный высокой стеной, который построил царь Соломон. Храм на том месте, где сегодня находится мечеть Купол Скалы и мечеть Алякса. Подойдем с другой стороны. Около 1000 лет до нашей эры царь Давид завоевал этот город у Иовсеев и сделал его столицей Объединенного Израильского царства. Видите эти красивые башни? Это город царя Давида. Та стена, которая находится у храма внизу, это западная стена, и сейчас она называется Стена Плача. Это то, что сохранилось от храма после разрушения, и то, куда множество иудеев сегодня приходят молиться. Но и много туристов тоже приходят туда посмотреть. Внимательный зритель должен оставить комментарий. Автор все напутал. Стена Плача осталась после разрушения второго храма. И это даже не стена самого храма, а часть подпорной стены. Представляете, выхожу из музея Израиля после интереснейшей экскурсии с Максом Синксоном. И первое, что я вижу, это вот этот огрызок яблока. И я вспоминаю, что у меня есть фотография, которая была сделана
25 лет назад, где я стою на этом яблоке, вот забрался на него и делаю вид, что кусаю. К сожалению, тогда еще не было YouTube. Так, со стеной плача разобрались. А теперь начинается целое расследование со свитками Мертвого моря. 1947 год. Бедуинский мальчик в пещере у Мертвого моря случайно находит глиняные кувшины. В них древние свитки, которым больше 2000 лет. Это были свитки Мертвого моря, самые старые известные рукописи Библии. Они перевернули все понимание истории иудаизма и христианства. Но что это? Свитки снова пропали. Все свитки Мертвого моря вывезли в хранилище специальное. И начиная с 7 октября 2023 года они находятся там. Каждый камень в Иерусалиме буквально пропитан историей. И поэтому здесь дорого стоит жилье. Только вид на старый город поднимает цену на несколько миллионов. Обычная квартира или таунхаус легко уходит за 5 миллионов долларов, а дома с видом на старый город так и все 10 миллионов долларов. Это на уровне самых дорогих районов города. А в начале 2000-х хороший дом здесь можно было купить всего за 1 миллион долларов. А сегодня жилье в этом районе стоит десятки миллионов шекелей. И это не шутка. Я действительно узнавал, квартира в одном из этих домов стоила 14 миллионов шекелей. Эх, надо было селиться здесь 150 лет назад. А ведь тогда еще и доплачивали. Самое красивое, конечно, происходит на закате. Сзади меня готовится свадебная церемония, а может быть, это кто-то будет делать предложение своей девушке. И обратите внимание, сразу 2 церемонии. Не знаю, как они договорятся по времени. Да, действительно, кто-то собирается делать предложение. А вот и заветная табличка «Will you marry me?». История — это хорошо. Ну а что же еще? А еще в Иерусалиме находится Кнессет. Это главный парламент Израиля. И прямо сейчас мы заглянем внутрь. Всем доброе утро. Подходим к Кнессету. Сегодня будет интересный репортаж. Посмотрим, что меня ждет. Последний раз в Кнессете я был 15 лет назад. Мало что помню уже с тех пор. Но сегодня у нас конференция, посвященная криптовалюте. Я тут работаю и параллельно еще буду снимать свой влог. Смотрите, с каким красивым видом заседают депутаты в Кнессете. Вот так. От простого доставщика продуктов я стал депутатом Кнессета. Кстати, посмотрите мой ролик про доставку, если еще не видели. Прямо сейчас за моей спиной происходит заседание Кнессета. И выглядит это так, что кто-то очень громко кричит с трибуны, и его никто не слушает. Может быть, в этом вся проблема? В том, что надо научиться сначала слушать даже своего оппонента, прежде чем что-то говорить. Ну и глядишь, тогда и тебя в ответ послушают. Но я, слава богу, не в Кнессете, поэтому мне легко судить со стороны. Но выглядит это как балаган. Теперь немного поговорим о главной теме этого выпуска – о еде. Одна из важных достопримечательностей Кнессета – это, безусловно, столовая. Ну, вообще-то это почти кафе. И за 25 шекелей я взял полноценный обед. И я, честно говоря, объелся. После сытного обеда я пошел бродить по Кнессету. Удивительно, но никто ни разу у меня ничего не спросил и даже не запретил снимать. Возможно, после 5 лет жизни в Израиле я получил какой-то особый статус. Первое заседание Кнессета вообще проходило на улице, представляете? Вот эти огромные гобелены позади меня, которые находятся в главном вестибюле Кнессета, были созданы по эскизам Марка Шагала. И
У этих гобеленов есть история. На гобелене с правой стороны нарисовано прошлое. Прошлое, связанное с изгнанием еврейского народа, с погромами и со всем, что было плохим. В середине огромный гобелен, мне кажется, высотой примерно 4 метра и в ширину метров 10. А тут изображено настоящее. Это возвращение в землю Израиля. Вот там наверху, например, виден Иерусалим. Тут же стоит царь Давид с арфой. Ну, а вот это наше будущее. Тут изображено дерево жизни, праздник, дети, все радуются. В общем, светлое будущее нас ждет, друзья. Внутри Кнессета собрано много художественных работ и различных фотографий. Например, вот здесь на первом этаже есть такой экспозиционный уголок, можно сказать. То есть это не полноценный музей, нет, но здесь находится фотография Бен-Гуриона, который провозглашает независимость государства Израиль. А вот на этой фотографии запечатлены все репортеры и люди, которые в это время стояли на улице и слушали по громкоговорителю саму декларацию независимости. Сам Кнессет мне показался внутри таким большим-большим музеем. Я совсем не ожидал увидеть картины, например, да, или, например, гобелена Марка Шагала, другие художественные объекты. И удивительно, что постоянно сюда водят экскурсии, и как-то это все не мешает работе депутатов. Депутаты в это время заседают, экскурсии приходят, на них смотрят, слушают. Но второе впечатление, которое у меня осталось, это то, что здесь не умеют слушать. Да, не умеют слушать. Умеют только говорить. Говорить громко, сердиться, ругаться. Это все. На этом все. Очень любят поговорить. Так, вы еще здесь? Вау, вот это терпение. Чем же я вас так заинтриговал? Уже темнеет, улицы Иерусалима опустели. Мы пробираемся сквозь узкие проемы между домов. Этот путь совсем не для туристов. Становится как-то не по себе. Как же тут все сильно перемешано вообще. Делаешь шаг, и ты в мусульманском квартале. Еще шаг, и ты в еврейском квартале. Тут же ходят мусульмане, тут же христиане, тут же евреи. Кто-то что-то кому-то продает. В общем, на крошечном клочке земли, можно сказать, в прямом смысле друг на друге живут абсолютно разные люди с разным менталитетом и живут так уже сотни лет. Под покровом ночи мы пробираемся в арабский квартал. Хорошо, что среди нас есть люди, говорящие на арабском. По пути мы встречаем большую группу религиозных евреев, которую сопровождают военные. А мы почему без сопровождения? Ладно, шучу. Все было спокойно. Вообще, я бы хотел обратить ваше внимание на то, как бок о бок живут люди с разной историей, религией и мировоззрением. Причем, если и случаются конфликты, то только с приезжими фанатиками с территорий. Я даже их не могу назвать арабами или мусульманами. Это именно фанатики. Дальше мы заходим во двор одного из домов и поднимаемся по длинной лестнице на самую высокую крышу, с которой открывается потрясающая панорама. Дух захватывает, когда видишь ночной Иерусалим вот так, как на ладони. Вот такая живая история, которой я и хотел поделиться с вами. Конечно, рассказать в одном ролике про Иерусалим просто невозможно. Поэтому я постарался показать вам какие-то интересные, необычные места, о которых знаю я сам.
Но на YouTube полно роликов, где рассказана история Иерусалима и много всего интересного другого. Я ни на что не претендую, но все же прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайки. И пишите ваши комментарии. Да-да, приходится просить вас ставить лайки. Да, приходится вас об этом просить, потому что если я не прошу, то лайков на ролике становится меньше. Так что давайте дружно ставим лайки. Ну, а я буду для вас снимать новые видео. Спасибо за просмотр. С вами был я, Денис Левин. И это канал Living the Dream. Пока!